Так, ну у нас и погодка. Дождь сильный. С ночи идет, и сегодня на целый день будет дождь. Доброго всем дня. Сегодня у нас 20-е. Вернее, доброго утра всем. 20 октября 2023 года. Харьков. Я продолжаю свой видеодневник. Сейчас 8:40 утра. Я бегу навстречу, опаздываю. Даже не успела, честно говоря, позавтракать. Доела Амирана кашу. Амирана успела покормить Инору. Амирана кашу доела. Воды попила и побежала. Потому что сейчас у меня в 9 часов с человеком встреча. И я что-то опаздываю. Сейчас расскажу вам. Ехала в трамвае, разговор двух мужчин. Я сама в шоке. Значит, один мужчина говорит: ты слышал? Так, встретилась, я уже бегу. Сейчас дальше по делам. Вчера у меня такая возникла дискуссия в комментариях. Одни мне стали писать, одна женщина, что призывала к совести, что нужно работать на благо города. И вот я вчера, знаете, я же не забыла ничего, я помню все. Призывать к совести надо. Когда в конце февраля хлеб стал стоить по 200 гривен, все харьковчане помнят, как стал стоить хлеб по 200 гривен, белый батон. Когда в марте я пришла в магазин, в начале марта не было очень долго мяса в магазине, а потом оно появилось. Я смотрю, появилась говядина, и я думаю, надо обязательно детям купить. Я тогда еще кормила грудью Амирана, но все равно он и котлетки любил. И, в общем, так получилось, что 2 недели где-то, или, может быть, 3, не было никакого мяса. Потом мясо появилось в магазине. В общем, выстроилась огромная очередь, и когда я пришла за этим мясом, уже подошла моя очередь. Ценника не было, и я на кассе узнала, когда расплачивалась, что за килограмм я должна 850 гривен. Да, доходила до такого абсурда. Поэтому я помню, сколько бегала. Весной, в начале, особенно в начале марта, апрель, брошенных животных, брошенных стариков сколько было. И когда просто опускались руки от того, что ты не понимал, кому бежать. Вот кому бежать, ты начинаешь кормить одних, а их сбегаются сотни других. Ты видишь тоже брошенных, и ты понимаешь, что на всех тебя не хватит. Кому вы? Я так просто и не поняла, я не знаю, меня это немножко задело, может быть, я неправильно поняла комментарий. Я написала там, ответила в комментариях, но женщина так ничего и не ответила. Она промолчала, по всей видимости. Комментарий был адресован мне. А вы взываете к моей совести? Я считаю, что надо взывать к совести тех, кто бросил своих животных, своих стариков, родителей, дедушек, бабушек, лежачих, и такое было. Надо взывать к совести тех, кто хлеб продавал по 200 гривен. Кто в первые дни войны решил, что кому война, а кому, сами понимаете, что, да? Так что вот это вот немножко меня ситуация позлила. И женщина так написала, магазины не работали. Магазины-то работали магазины, не все, но работали. Но какие у них цены были, это уже отдельная тема для разговора. И, кстати, к ответственности никого не притянули за такие цены во время военного положения. Я не знаю, это вообще законно, незаконно, и возможно ли такое. Мне кажется, за это должна была быть какая-то уголовная ответственность. Ну да ладно. Это просто, знаете, я вам об этом, в принципе, наверное, никогда не говорила, но если уже вчера зашла речь о совести, о работать на благе города, кто это говорит? Кто это говорит, что кто хоть что-то сделал вообще за последние 1,5 года для кого-то другого, кроме себя? Так, разговор двух мужчин. Я вам обещала рассказать о разговоре двух мужчин. Что же они... О чем же шла речь?
Я уже так разоралась на всю улицу, как будто я здесь одна. В общем, два мужчины. Я ехала в трамвае, и один другому говорит, на самом деле это не смешно. Я уже так смеюсь, это истерический смех. Один другому говорит, вот, Третья мировая, она началась. А другой говорит, да какая Третья мировая? Я обои в спальне поклеил, сейчас буду в кухне что-то делать. Какая Третья мировая? У меня только жизнь начинается. В общем, вот так вот человек занят. Не, ну может быть оно и правильно. Человек вместо того, чтобы сходить с ума, он занимается ремонтом. Ну а что? Сесть самоубийца головой об стенку. Я считаю, надо жить, надо продолжать жить дальше. И несмотря ни на что, заниматься своими делами, делать то дело, нести свое предназначение на этой планете Земля. И, не, ну я серьезно. Если все время откладывать свою жизнь на потом, знаете, вот как было раньше в советские времена, да, когда люди, ну я просто, это часть моей работы, я тогда не жила. Но так как это часть моей работы, когда я прихожу к кому-то домой, а у них в серванте, в горке, у кого как, в общем, в витрине стоит хрусталь или сервизы. И вот они говорят, никогда, вот сервиз Мадонна, никогда в жизни мы с него не пили чай, мы его берегли на лучший случай. И так проходит 50 лет, этот самый лучший случай так и не наступил. Либо что-то берегут на черный день, либо, ну, в общем, пользуйтесь тем, что у вас есть здесь и сейчас. И живите здесь и сейчас. Это все бред, потому что если так думать о ядерной войне, то какая разница, все равно мы все умрем. И зачем откладывать что-то на потом? Нужно жить здесь и сейчас, неизвестно, сколько кому отмерено, а вообще жизнь и так слишком коротка, чтобы еще думать о глупостях. Так, я побегу дальше. Мне сейчас надо купить лампочки, мне сейчас надо, в общем, хозяйственные дела. У нас льет дождь, я вам сейчас немножко покажу. Всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром. Здесь такие тыквы красивые. Такая совсем маленькая. Купила лампочки и еще купила кусочек говядины. Говядина по 250, по-моему. Что это такое?